Доброго времени суток, кто меня смотрит хоть днем, хоть ночью. На обзоре тестер, у которого 4 клеммы. С завода идет 2, я к нему приспособил еще 2, потому что мне постоянно их не хватало. В данном случае я хочу доработать тестер таким образом, чтобы эти клеммы не передвигать постоянно на фишках, то одни, то другие. Хочу установить дополнительные гнезда, чтобы все 4 кабеля были в работе. И в нужный момент я просто мог бы брать нужные мне кабеля, не передвигая их на фишках, не переставляя, чи как там правильно сказать. Потому что иногда нужны заводские гвозди, так сказать, а иногда нужны крокодилы, а иногда вообще нужны иголки для тестирования нужных деталей на самой плате. Я купил на рынке дополнительные гнезда. И в данном тестере для своего личного пользования я применю эти гнезда. Это упрощает работу, ускоряет процесс этой работы и не раздалбывает сами гнезда. Извлекаю все, что стоит внутри, чтобы, не дай бог, ничего не испортить при установке новых деталей в этот тестер, чтобы работа не была проделана на смарку. Лучше вытащить все, что в нем есть, чтобы остался один голый корпус. Размечаю нужные места, где должны стоять гнезда. Выбрал для себя подходящие места, где мне понравилось. Сверлю сначала маленьким сверлом, чтобы при сверлении не разорвать корпус, потому что если сразу сверлить большие отверстия, можно корпус разорвать. Потому лучше сверлить поэтапно. Сначала маленьким, потом средним, а потом уже под нужный диаметр, который должен быть под сами втулки этих гнезд. Самое главное, не забываем о статическом напряжении. Хоть здесь 9 вольт, но все равно пластик имеет свойство намагничиваться и прилипать к плате, к деталям, и что-то там может подзамыкать. После сверления лучше поубирать все ненужные там стружки, чтобы, не дай бог, ничего не намагнитилось и не изменились параметры. Конечно, можно было бы эти провода просто спаять, изолентой перемотать и не париться, но я не захотел изменять сопротивление самих проводов и изоляции. Потому принял решение установить дополнительные клеммы, чтобы не изменять параметры самого мультиметра. Если после сверления какие-то сопли пооставались там, либо мешает что-то, лучше это подточить. В моем случае есть гравировочная машинка, очень удобная, кстати. Я подтачиваю все ненужные сопли, которые мешают установке моих гнезд, чтобы не было перекосов, а все подошло как с завода. Подобрал сверлышки четенькие, плотнячком все вставляется, ничего не выпадает. Плюс ко всему еще гаечки фиксируют. Вообще, я считаю, это классные, идеальные гнезда для этого мультиметра.
После установки гнезд берусь за пайку самих клемм. Клеммы обрабатываю кислотой вместе с проводами. Хорошая паяльная кислота. Олово берется сразу. Канифолью уже не пользуюсь очень давно. Меня устраивает сама паяльная кислота. Зажимаю зажимом, так удобнее, чтобы пальцы не пригорали. Припаю проводки, вставляя в отверстие, которое на этих клеммах, чтобы фиксация была круче. После проверки пайки принимаюсь за сборку. Кидаю там шайбочки, которые шли с завода, а потом сами клеммы с проводами. С моей точки зрения, это будет упрощать процесс работы и не ушатывать гнезда самого мультиметра. Потому что если гнезда стоит на своих местах, и ты их не передергиваешь, то они не раздалбываются. Принял решение установить только два. Третье на большой ампераж не стал устанавливать, чтобы не путаться. Если нужно будет большая сила тока для тестирования, я просто передвину фишку на заводских клеммах, да и все. Проверяю. На плате ничего не цепляет, не замыкает. После проверки всех совпадений принимаюсь за сборку. Устанавливаю передвижной тумблер, экран на свое место. Устанавливаю на место плату. Динамик, который пикает. Зажимаю на свои места все свои болтики, которые здесь стояли. И берусь за пайку проводов, которые должны подходить к нужным мне фишкам. Тоже их обрабатываю паяльной кислотой, чтобы хорошо олово ложилось. И паяю на свои места. Если что там лишнее есть, можно поубирать. После сборки вставляю батарею, тестирую на работоспособность, чтобы 10 раз не разбирать. Контакт есть, пищалка пищит, контакт срабатывает. Можно приниматься за полную сборку. Закручиваю на место винты, ставлю крышку, тестер в сборе. Но это еще не все. Здесь я еще хочу доработать сами жилы. Крокодилы, конечно, хорошо, но иногда бывают места, где есть очень тонкие лемели. И туда нужны иголочки. Я постоянно зажимал их в крокодилы, но в этом случае я решил эти иголочки припаять прямо на крокодилы. Что если нужны крокодилы, пользуешься крокодилами. Нужны иголочки, пользуешься самими иголочками. Тоже их обрабатываю кислотой, залуживаю, зажимаю зажимом сам крокодил, чтобы он не крутился при пайке, было удобно. И все это хорошо пропаиваю. Все плотненько, хорошо держится. Крокодилы работают, иголочки работают. И в данной ситуации у меня
мультиметр, на котором сразу 3 функции. Заводские штыри, которые шли с завода с ним. Крокодилы установлены, если нужно что-то зажать и тестировать. И плюс ко всему я еще припаял туда иголочки. Получается, мультиметр теперь измеряет 3 положения без переставляния самих вишек и раздалбывания самих гнезд.